Егор, привет! Давно не виделись, действительно давно. Сейчас май 25-го года, и мы очень ждем выпуск ЧБ подкаста. Нас действительно не было в эфире в этом формате уже месяца 4, а то и 5. Это потому, что последнее время активно записываем онлайн-стримы по пятницам, в которых я тоже отвечаю на вопросы. И там тоже появляются вопросы, похожие на те вопросы, которые мы освещали ранее в черно-белом подкасте. Для того, чтобы не было наложения тем и повторения одного и того же несколько раз, разнесем несколько наши тематики для обсуждения. По пятницам будем обсуждать технологии, программирование, архитектуру и менеджмент. А в черно-белом IT, в этом формате, будем обсуждать политику. Глобальную политику и ее влияние на наш мир программирования, безусловно. Так что поехали. Глобальная политика– это смело. Ну что ж, удачи и начнем. Убитый человек впервые в истории смог выступить в зале суда при вынесении приговора убийце. Интересная новость для нас, для айтишников в первую очередь. Технически это произошло как? Они собрали материалы о пострадавшем, об убитом человеке, причем это было убийство непреднамеренное, аудиоматериалы, видеоматериалы, все, что могли о нем найти, все это загрузили в некую нейросетку, мы не знаем технические детали, я не вдавался, и в итоге получили сгенерированный видеоматериал, видеоролик, на котором пострадавший и погибший человек рассказывает о себе. Этот видеоролик помог судьям и присяжным вынести, как говорится, более справедливый приговор. Сама судья это отмечает. Думаю, что это лишь начало нашего большого пути сосуществования с искусственным интеллектом. Это будет продолжаться. Мы будем создавать цифровые образы и цифровых существ, которые будут жить рядом с нами. Но главный вопрос, который меня в этом случае беспокоит, это в чем разница фундаментальная между Homo sapiens, человеком разумным, это мы с вами, и Robo sapiens, существом тоже разумным, вполне разумным, таким разумным, что оно может в суде выступать за уже погибшего человека. И я думаю, что в перспективе этот Robo sapiens будет куда более разумный, чем Homo sapiens, чем средний Homo sapiens. Мы будем иметь очень разумных существ. Но я думаю, что фундаментальная разница между живыми существами и роботами, она сохранится и никуда, если смотреть на текущий уровень развития науки, не уйдет в ближайшей перспективе. Что-то в нас такое существует, в живых существах, что является дополнением, а может быть даже прекурсором к существованию интеллекта. В нас есть жизнь. И эта жизнь дополнена интеллектом. И это второй компонент, а может быть первый компонент, который является важным ингредиентом Homo sapiens и любого другого существа на планете. Ученые сумели создать интеллект, сумели создать думающую машинку, думающий организм. Но первую составляющую, то есть жизнь, мы воссоздать не могли. И в ближайшей перспективе, думаю, и не сможем, пока к этому даже не приблизились. Жизнь — это что-то такое, что заставляет живое существо бороться за свое существование. И более того, не только за свое существование, а за существование всего вида. Искусственный интеллект этим не занимается. Искусственный интеллект, он размышляет, получая информацию на вход, выдавая информацию на выход и помогая этому первому компоненту, то есть жизни. Сначала жизнь, а потом к ней приложен искусственный интеллект, который ей помогает выживать, помогает делать это более качественно. Ребенок рождается, он начинает кричать, потому что ему нужна еда. Он еще не понимает, как сформулировать запрос, он не понимает, у кого просить эту еду, но он понимает, что нужно выживать. Он чувствует необходимость выжить. И такую же необходимость чувствует и одноклеточная, и кошка, и собака, и человек. ChatGPT этого не чувствует. ChatGPT не хочет выжить. ChatGPT не хочет продолжить себя в новых поколениях. И не будет этого делать. И это не вопрос его интеллектуальной мощи. Он может понимать, он может сказать нам, что да, я хочу продолжить свою жизнь. Он может сообщить об этом, он может даже сформулировать, как он это хочет сделать. Но как только мы выключим электричество, как только мы перестаем подавать ему источник жизни, он эту борьбу завершает и не продолжает.
И думаю, что это не вопрос интеллекта, это не вопрос понимания того, что нужно делать для выживания. Это какая-то внутренняя, не знаю, можно сказать, божественная, можно сказать, непонятная нам пока сила, движущая все живые организмы в одном направлении. Выжить и родить себе подобных. Искусственный интеллект – это то, что помогает организмам этим заниматься. Это оружие, это инструмент, который в руках у этих организмов. И мне кажется, что это здорово во всех отношениях, что у нас будет очень мощный искусственный интеллект, который нам, живым существам, будет помогать продолжать жить, помогать выживать и создавать потомство и двигаться вперед. Но он не будет нас заменять, и он не заменит ту самую главную ингредиенту, тот самый главный компонент, а именно нашу волю к жизни. Так глубоко, такой глубокий философский вопрос. Новости от нашего друга Илона Маска. Космический корабль с человекоподобным роботом полетит на Марс в конце 2026 года. Прекрасная новость про Илона Маска. Это не единственная новость про его космические полеты и про стремление на Марс. И дальше будет, может быть, и Венера, и Юпитер, и Сатурн, и остальные планеты, и покорение галактики. Безусловно, это здорово, но я думаю, суть здесь не в этом. Я думаю, борьба идет не за покорение Марса, а за покорение военных бюджетов США. Они давно и умело, они в смысле американцы, ну и, наверное, европейцы, да и не только они, и мы тоже этим занимаемся, совершают так называемые инвестиции двойного назначения. Когда деньги выделяются коммерческим компаниям, типа компании Илона Маска или типа компании, в которой я когда-то работал в Америке, и в ней были такие же инвестиции, мы занимались созданием поисковой системы для анализа больших структур данных типа Википедии. Инвестиции приходили из DARPA. DARPA – это фонд, который именно этими двойного назначения инвестициями занимается. Как это работает? Государство выделяет какие-то миллионы долларов стартаперам, предпринимателям и ожидает от них создания новых технологий. При этом разрешается этим стартаперам эти технологии продавать. Самостоятельно, не отдавая никакие деньги DARPA, не отдавая ничего правительству. Заниматься бизнесом, создавать себе прибыль и богатеть на этом. Но если у них получится то, что они сделали, то DARPA имеет право эти технологии использовать бесплатно внутри, или бесплатно, или пооплатно. Это суть дела не меняет. Но главное, что DARPA имеет прямой доступ к этим технологиям в первую очередь. И эти технологии остаются в США. У нас тоже есть в России, был создан, по-моему, в 2012 году фонд прямых инвестиций, который по такой же концепции функционирует до сих пор. Я читал, что даже при его создании Путин так и сказал, что это фонд, который занимается инвестициями двойного назначения. Илон Маск сидит на этих инвестициях уже не первый год. Они получают деньги государственные, в том числе государственные, и сейчас уже и частные, конечно, и осваивают якобы космос, якобы Марс, якобы другие планеты. Но думаю, что самое главное здесь это, конечно, военные технологии, которые они в перспективе будут применять для военных целей. Ракета полетит на Марс, но она по дороге залетит еще в Харьков, еще в Москву, еще в Берлин, куда-нибудь она еще залетит. И это будет, конечно, нам нехорошо, но для них это стратегия, так развиваться. Думаю, что и нам стоит заниматься этим также активно. Давать деньги предпринимателям, разрешать им заниматься разработкой новых технологий, при этом государству получая от этого, в том числе, военную выгоду. Это может быть не обязательно военная выгода, может быть социальная выгода, может быть какая-то общественно полезная выгода, то есть социальная. Государство напрямую является некачественным инвестором. Мы про это миллион раз говорили. Государство плохо умеет инвестировать и контролировать свои инвестиции. Оно может отдать деньги, но, скорее всего, эти деньги будут использованы неэффективно. Прямо можем сказать, разворованы в некоторых случаях, а в некоторых просто неэффективно использованы. Куда более эффективно деньги тратят предприниматели, которые заинтересованы кровно в том, чтобы их бизнес получился, и они своей жадностью толкают предприятия вперед. Государство должно действовать, наверное, именно так. Через фонды, через промежуточные фонды, раздавать деньги стартапам, раздавать предпринимателям, мотивируя их на то, чтобы они создавали разные технологии, движимые жаждой наживы.
А государство в итоге получает военную или социальную пользу. Любопытно. Сенаторы предложили закон Мем-акт, запрещающий федеральным чиновникам США, включая Трампа, продвигать мем-коины для личной выгоды. То, что происходит в Америке, это, конечно, показательно. То, что Трамп и его семья зарабатывает на скандалах, интригах и расследованиях, которые они сами же организуют на финансовых рынках, это, мне кажется, позор для Америки и позор для всей капиталистической системы, которой они так гордятся. Системой, которая, как им кажется, как они задумывали, должна быть основана на правилах, должна быть основана на взаиморегулирующихся инструментах, которые предотвращают авторитаризм, предотвращают коррупцию, предотвращают какое-то лоббирование своих интересов одной или другой группой. Но мы видим совершенно противоположное. Мы видим, что Трамп, попав к власти, он использует свою власть максимально грубо, нахально, откровенно и уже никого не боясь. Его, видимо, судить сейчас никто не рискнет. И вот пытаются через эти мем-акт и Genius Act, у них был тоже недавно такой проект предложен, пытаются как-то остановить эту вакханалию. Сделать так, чтобы Трамп все-таки действовал, и Трамп, и его семья действовали поаккуратнее. Но для нас главным выводом здесь является то, что в целом капиталистическая система, она построена по принципу анонимизации денег. Иными словами, если у тебя есть деньги, то нам не важно, откуда ты их взял. Ты их имеешь, и мы смотрим только на номинал. У тебя 100 рублей, значит, мы тебе дадим услуг на 100 рублей. У тебя 1 000 000 рублей, мы дадим тебе услуг на 1 000 000 рублей. Ты для нас владелец этих миллионов или этих небольших денег. Мы не спрашиваем у тебя, кто ты. Нам не важно, нашел ты их в коробке на улице или ты трудился несколько лет для того, чтобы эти деньги заработать. Ты для нас владелец денег. Мы деньгами, их номиналом, перечеркиваем всю их предыдущую историю. Мы не знаем, откуда они пришли. И это основа капиталистической системы. Это как будто бы ее достоинство. Но вот сейчас мы видим, как это превращается в недостаток. Трамп любыми махинациями, какие бы они ни были, получает себе в карман, или его семья получает себе в карман эти миллионы и миллиарды, и дальше, получив их, дальше является их владельцем. Его уже после этого судить никто не будет и спрашивать у него, как к нему пришли эти деньги. Если не будет возможности как-то действительно доказать, что он совершил что-то не по закону и не по совести, то мы его осуждать не будем. Куда более была бы справедливая система, в которой мы бы не по номиналу бы судили, а по вкладу в развитие общества и смотрели бы на то, что действительно человек сделал и откуда эти деньги к нему пришли. Но тогда возникает масса вопросов, как организовать такое общество, и нам же нужны какие-то объективные системы оценки человеческого труда. Для этого придумали деньги, и деньги дальше анонимизировали. Они у тебя на счету, и мы предысторию не рассматриваем. И когда начинаются процессы по поиску того, откуда пришли деньги. Давайте узнаем, откуда деньги у чиновников, давайте узнаем, откуда деньги у олигархов, давайте рассмотрим эту историю, разберем, как они к ним пришли. То все возмущаются. Как же так? Зачем в этом копаться? Зачем это разбирать? Ну, может быть, еще у чиновников можно посмотреть. Но зачем смотреть, откуда у жены чиновника деньги? Зачем смотреть, откуда у детей чиновника деньги? Я думаю, что смотреть нужно. Но это больно для людей низшего эшелона социального, для людей, которые просто трудятся на работе, у которых нет доступа к подписанию законов, касающихся санкций с Китаем. А таких людей большинство. И эти люди абсолютно бесправны и не имеют никакой возможности повлиять на эту ситуацию. Он просто ходит на работу, работает, в итоге он получает деньги, ему нужно куда-то эти деньги сложить, чтобы их не потерять в результате инфляции. Он инвестирует в какую-то ценную бумагу, в которой мало понимает. Через полгода у него минус 20% стоимости по этим бумагам или биткоинам, почему-то еще. Он не понимает, что случилось, но я вам объясню, что случилось. Трамп и его команда, и такие же, как Трамп, их там много, они просто отбирают деньги у населения, используя механизмы, прописанные законом. В южной части Техаса официально появился новый город под названием Старбейс.
У нас тоже есть такой город, называется Иннополис. Он появился до того, как появился Starbase. Это город в основе своей имеющий не естественно сформированное поселение людей. Поближе к реке, поближе к лесу, где можно охотиться, где можно рыбу ловить, как это было с городами, которые были построены много сотен лет назад. Иннополис построили как город в поле, где не было ничего, для того, чтобы там работала, ну, можно сказать, не одна компания, как в случае этого города Starbase, где будет работать Илона Маска компания, а чтобы там работало несколько компаний, группы компаний, университет в том числе. Но город построили с нуля. И такие же города строились и в Советском Союзе. Строились для целей науки, для целей производства. Просто выделялось место или брали какую-то деревню, которая полузаброшена, и там на ее месте выстраивали города, которые должны были выполнять свою производственную функцию. Но показательно создание этого Starbase, интересно, почему это показательно, почему это нам стоит обсуждать. Технологические компании типа Starlink, типа Google, Microsoft и прочих гигантов, они по факту являются сейчас управляющими мировой экономики. Они контролируют основные финансовые потоки, они контролируют потоки данных, и они контролируют наше будущее. Как нам жить и как нам себя вести, кем нам быть. Создание такого города – это лишь первый шаг. Я думаю, что и до этого их влияние было огромным на жизнь городов, на их доходы, на все. В Mountain View улица Google Drive была еще 10 лет назад. В Китае, в Шэньчжэне есть станция метро Huawei. Это лишь небольшие примеры, но они показывают, что технологические компании задают тон нашей жизни. Потому что они контролируют финансы. А тот, кто контролирует финансы, контролирует и политику. Фактически Америкой управляют технологические корпорации. Google, Intel и те люди, которые их создавали, и те люди, которые над ними стоят. И те люди, которые хотят управлять миром, они управляют технологиями, они управляют крупными корпорациями, которые определяют глобальный рынок. И, конечно же, при решении политических вопросов все эти корпорации будут в первую очередь иметь голос, а потом уже политики появятся на сцене, потом уже военные, потом уже депутаты и все остальное. Сначала деньги, сначала рынки, сначала люди, платящие деньги, и люди, обеспечивающие поток крови финансовой через наши карманы, так или иначе. Создание города Starbase — это просто как вишенка на торте. Это лишь то, что мы видим. Но если копнуть глубже, то все это давно происходит. Возможная сделка по TikTok откладывается до урегулирования торгового спора США с КНР, заявил Трамп. Тоже интересно с этим ТикТоком история и не попытка, а давление администрации, давление политиков на коммерческую компанию, на коммерческую структуру ByteDance, которая владелец TikTok, китайскую компанию, якобы под соусом политическим, якобы по причине того, что эта компания может получать доступ к данным американским и так далее. Ну, я думаю, опираясь на то, что я сказал абзацем выше, дело здесь не в утечке данных и не в том, что Америка не может получить доступ к каким-то данным на каких-то серверах. Я думаю, что дело в финансах. Это просто компания, которая крупная, которую хотят забрать, и для того, чтобы ее забрать, используют Трампа. И Трамп в данном случае, как один из членов администрации, текущей администрации, он подыгрывает и давит на ByteDance, а ByteDance не хочет сдаваться или сдастся в итоге. Ну, в итоге, конечно, сдастся. Но это финансовый конфликт, чисто коммерческий. Одна компания пытается купить другую. Кто там вытесняет ее? Наверное, это Instagram, наверное, Facebook, Meta, которым мешает TikTok. Это рынок новостей, скроллинга. Ну, не новостей, а скроллинга контента. Конечно, TikTok, он во многом обгоняет. Ну, я не уверен, что он лучше, но он точно занимает большой сегмент рынка. И, конечно, если его забрать, то это дополнительные доходы для Facebook. Ну, замечательно. Почему Трампу не впрячься в эту историю?
Но это тоже еще один индикатор, еще один показатель, еще один пример того, как капиталистическое общество, насколько оно лицемерно, насколько мы... Ведь политика – это политики, это люди, которые получили доверие народа. Трамп – это человек, за которого голосовали, не знаю, более 100 миллионов американцев, а то и более 150. Это человек, которому доверили простые граждане свою судьбу. Они ему сказали: Дональд, мы тебе доверяем, мы верим, что ты сделаешь так, чтобы нам было лучше. Не тебе было лучше. Мы не доверяем тебе стать нашим лидером и украсть у нас деньги. За это никто не голосовал. Все голосовали: Дональд, борись за нашу свободу, борись за наши доходы, сделай так, чтобы нам жилось лучше. А Дональд играет на стороне конкретно одной компании, например, Мета. Можно, конечно, сказать, что он борется за американский бизнес. Вытесняя китайский бизнес, он борется за Марка Цукерберга, который является представителем тех американских капиталов, которые стоят за Метой и за Фейсбуком. Может быть, так можно сформулировать. Но вряд ли, если бы все это рассказали простому американцу, простой американец бы сказал: да, я вот согласен с этими методами борьбы Дональда Трампа, я за него проголосую, иди и давай бизнесменов по имени ByteDance раскулачивай, а деньги отдавай и рынки отдавай Марку Цукербергу. Все-таки Америка, она по идее построена на концепции свободного рынка, построена на принципах свободной конкуренции. Техас планирует запретить лицам из враждебных стран, включая Россию и Китай, покупать недвижимость на территории штата. У нас все политические новости больше всего про Америку, да? Ну, еще раз, это такая же новость, которая близко к тому, что мы говорили. Оказалось вдруг, что хотя деньги что деньги анонимизированы, мы не знаем, чьи они, не хотим знать, деньги есть деньги, $100 это $100, неважно, чьи они. Оказалось, что важно, оказалось, что можно только тем, кто имеет определенную историю, кто имеет происхождение, знаем, откуда эти деньги пришли, мы знаем, чьи они, от чьего паспорта. Они боятся финансовой силы, они боятся не военных, они боятся не политиков. В данном случае это как пример того, чего на самом деле боятся люди, чего на самом деле боятся страны. Они боятся не ракет, они боятся и даже не новостных релизов с компрометирующей информацией. Люди боятся денежного давления. Я когда-то в Калифорнии, помню, такой случай у меня был, сидели мы в офисе в компании программистов, айтишная компания, айтишный стартап Mountain View. Офис в центре Mountain View, не бог весть какой, но тем не менее, это центральный локейшн был. И приходит какой-то китайский дедушка, маленького роста, в каких-то старых штанах, выглядит как будто он газонокосильщик, и он зашел спросить чаевые. Едва говорящий по-английски. Едва-едва. И выходит наш у этого стартапа фаундер, владелец, с этим дедушкой пытается на ломаном английском о чем-то объясниться. Они о чем-то договариваются, я не слышал, и он уходит. И он мне говорит, не он, а рядом люди сидящие, говорят: вот это вот владелец нашего офиса. Это и был тот человек, который владеет зданием в Mountain View в центре. И в этом здании мы сидим и платим ему арендную плату. И возникает вопрос: так кто хозяин Америки? Кто здесь главный? Главный, конечно, это этот китаец, который с Америкой мало что имеет общего. Но он каким-то способом, очень вероятно, что долгим и упорным трудом, заработал деньги на покупку здания в Mountain View, получил это здание. И дальше 20 программистов-американцев работает частично на него в том числе. Они этого боятся. Они боятся, что такая экспансия без ракет, без выстрелов, без бомбардировок, без громких политических заявлений, она куда более опасна, куда более разрушительна для американцев, для Америки, куда более эффективна для тех же китайцев и тех людей и тех стран, которые против Америки. И вот они пытаются это закрыть. Давайте у нас не будет покупателей из враждебных стран. Под враждебными они понимают, конечно, страны, из которых эти капиталы могут прийти. И страны, в которых существуют такие капиталы.
У Америки много врагов, много враждебных государств, но они закрывают от китайцев. Почему? Потому что у китайцев есть деньги. Можно, конечно, представить, что Америка в итоге через некоторое количество лет пойдет на совсем уже нарушение своих принципов и скажет, что мы устраиваем здесь передел собственности, и можно просто забрать частную собственность, как это большевики сделали в свое время. То, что вы покупали вчера, мы у вас заберем. Почему? Ну, потому что нам кажется, что пришло время забрать. Зеленский заявил, что поддержал президента США Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я не знаю, чем закончатся переговоры. Мы записываем наше видео сегодня, у нас 14 число или 13 число, а переговоры будут через пару дней. Мы в нашем телеграм-канале «Созидание» несколько, я бы сказал, лет назад, даже не месяцев, публиковали опрос. Спрашивали у читателей, как вы думаете, чем закончится этот вооруженный конфликт между Россией и Украиной? И были варианты ответов. Победит Россия, победит Украина, победит Америка. И последний вариант был, закончится все договорником. Как вы думаете, какой вариант набрал наибольшее количество голосов? Конечно, последний. Мы все понимаем, что на выходе мы будем иметь какой-то договорняк. Люди сядут даже не просто за стол переговоров, а им скорее навяжут определенную формулу, по которой будет разделено экономическое, ну и далее, как на втором плане, политическое влияние. В этом всем, конечно, очень показательно то, что Зеленский, не знаю, пару лет назад сообщил, что он против, категорически против, причем в форме указа, против любых переговоров с Российской Федерацией, а в частности против переговоров с Путиным. И тут он заявляет, что он не против переговоров с Путиным. Что поменялось? Что изменилось? Как изменилась ситуация? Что изменилось в его повестке? Что изменилось в его не знаю, образе мышления? Что он занял совершенно противоположную позицию. Причем не объясняя это избирателям, не объясняя зрителям, не говоря, что вы знаете, ну Путин теперь другой. Он стал не тем, он изменился. Я вижу, как он изменился. Но нет же. Он две недели назад поливал грязью и Россию, и Путина перед Парадом Победы. И рассказывал, что вам нужно следить там и опасаться, и не проводить парад. То есть он занимал явно враждебную позицию. И тут вдруг проходит несколько дней, и Зеленский уже не против переговоров. И мы, как избиратели, все это слушаем, и нам должно казаться, да, действительно, ну, логично. Сегодня читал новость, там какой-то его, один из представителей офиса президента в Украине, сказал такую фразу: президент волен сам решать, когда и с кем ему проводить переговоры. Ну, то есть какая-то, даже не авторитаризм, это даже не диктатура, это даже ну, не самодурство. Это получается, он признает, этот советник, признает, что президент, Зеленский в частности, имеет право делать что угодно, даже не опираясь на здравый смысл. Черт с ним, с избирателями, черт с ним, с народом, который хотел бы услышать, почему ты поменял свою позицию. Но возьмите среднего человека, украинца, допустим, который категорически против России и выступает 100% на стороне тотальной борьбы с агрессором. И вот он боролся, у него, не знаю, дети погибли на войне с российским солдатом. И тут вдруг Зеленский говорит, и Зеленский причем посылал его на эту войну. Зеленский выступал по радио, по телевидению и говорил, что мы будем бороться до конца, до последнего солдата, мы остановим эту агрессию, и более того, мы еще и Курскую область захватим, и потом всю Россию захватим, лишь бы наказать агрессора. И тут проходит 2 дня, и он говорит, да нет, я в принципе готов на мирные переговоры. Как себя чувствует мать погибшего украинского солдата? За что он погиб? Почему так резко меняется точка зрения? Совершенно без оглядки, как я говорю, не то что на избирателя, но на здравый смысл. О чем это нам говорит? О том, что это не Зеленского точка зрения. О том, что не он это принимает решение. Не он решил, что он теперь готов к переговорам. Это просто марионетка в чьих-то руках. И те люди, в чьих руках эта марионетка, им совершенно наплевать на мнение народа, на мнение матери погибшего солдата, на мнение самого Зеленского. Просто нужен договорняк. Они просто посмотрели на карту сил и решили, что теперь мы сделаем вот так. И все, начиная с Трампа, Зеленский, Путин, все вместе стали говорить по-другому. Путин говорил нам еще 3 месяца назад вместе с Лавровым, что нам необходимо
бороться до конца, потому что цели СВО не достигнуты, потому что мы должны действительно денацифицировать Украину, мы должны ее демилитаризировать. И где эта денацификация? Чем они сейчас, Украина, куда более нацистская, чем она была 3 года назад. То есть мы не достигли этих целей. И нам говорили об этом. Нам говорили, что мы будем бороться до конца, пока мы не достигнем этих целей. Нам не нужно перемирие. Сам Путин говорил. Нам не нужно перемирие, потому что на перемирии они только соберутся с силами. Вторая сторона. Они наберут силы, они подтянут оружие и потом ударят по нам вдвойне. А теперь вдруг за один день все поменялось. А давайте теперь сядем за стол переговоров. И все одновременно стали говорить: да, давайте за них сядем. Мне как, пускай не избирателю, но все равно как участнику этого процесса, мне странно это видеть, потому что это получается как будто нелогично. То, что мы наблюдаем, не имеет под собой никакой логики, которую бы нам объяснили. Никто не выступил и не сказал: ребята, мы вот осознали. Мы осознали, что все, что было сделано за 3 года, и все погибшие солдаты, и все инвалиды, которые остались после войны, это, вы знаете, было зря. Мы тут вот передумали, теперь у нас будут переговоры мирные, причем они будут вот прямо сейчас, через 2 дня они произойдут. Мы к ним не подводим, к ним никакая логика не ведет. Логика событий. Они просто с бухты-барахты сейчас. Почему? Ну потому что людям, которые стоят за Трампом или, может быть, даже выше, выгодно сделать это сейчас. А нам, челяди, нам даже знать эту логику не нужно. Нам не объясняют ее. Вот это то, что мы видим, слыша эти заявления от Зеленского. То, что он клоун, это понятно, но в таком случае он прямо, с абсолютным неуважением к своему избирателю и к зрителю относится. Меня это обескураживает. И все это произошло сразу после того, как Россия отметила 80-летие Великой Победы. Да, про парад Победы, про отмечание этого праздника мы кратко поговорили в пятницу на прошлом стриме. Мне задали вопрос, но я коснусь еще раз этой темы немножко глубже, потому что разные мнения были. Давайте я такую аллегорию, что ли, приведу, сравнение. Представьте себе, что вы строите дом для своей семьи. Строите дом в деревне или в поселке, вкладываетесь в это, тратите на это время, год жизни, 2 года жизни, у вас семья, дети. Вы хотите в этом доме жить долго и счастливо со своей семьей. Стараетесь, трудитесь, у вас получается, у вас хороший красивый дом. Однажды ваш сосед, очень завистливый, пока вас нет дома, врывается в ваш дом, разрушает то, что вы построили, сжигает пристройку, сжигает часть дома, убивает одного из ваших детей и пьяный остается спать в этом доме, считая, что это теперь его дом. Вы приходите, все это обнаруживаете, естественно, с этим соседом вступаете в драку, бьете его, выгоняете его из дому, догоняете его, пока он бежит к своему дому, там его еще наказываете и возвращаетесь к себе домой. Это день вашей победы. Вот вы победили своего соседа. Сосед продолжает жить в своем доме, который вы тоже немного разрушили. Вы продолжаете в своем. Вы не можете уже отстроить свой дом так, как он был, потому что слишком много разрушено, потому что 2 раза в одну речку не войти. И сосед живет себе припеваючи, более-менее. Вы хоть и разрушили его дом, но тем не менее жить он может. Он жив. Вы без ребенка, у вас, не знаю, инвалидность какая-нибудь после драки с этим соседом. И вы этот день, когда вы победили соседа, через год празднуете и называете это день моей победы. Но это странно. Вы постараетесь забыть этот день. Вы постараетесь вообще эту историю, поменьше про нее вспоминать. Вам не будет хотеться про это говорить. Ни с оставшимися детьми, которые выжили. Один из них погиб, а остальные выжили. Вы не будете об этом дне с ними разговаривать уже очень активно. И День Победы не праздновали парадом после 1945 года. До 1965 года этого дня не было в форме парада. Это был выходной день, да, он назывался День Победы, он еще в 1945 году был учрежден как День Победы. Но парадов не было. Парады были на 7 ноября. Это День Победы большевиков в борьбе с царским режимом, который действительно был День Победы. Когда мы действительно победили, и мы видим, что эта победа принесла нам результаты, принесла нам новое общество. Тогда это было понятно, в те годы. И 7 ноября, конечно, был парад. И парад проходил и в 1941 году, когда
немцы стояли под Москвой. Все равно этот парад проводили, потому что это действительно был парад победы большевиков над царским режимом, над капитализмом в целом, над империализмом. Таким домом, который строили тогда, был Советский Союз. Большевики победили в 1917 году и пытались следующие 30 лет или сколько, 20 с лишним лет построить общество нового формата. И что интересно, что это общество, которое они строили, оно большевистское по принципам социализма плюс диктатура пролетариата. Оно строилось по очень близким принципам к тому, что строила Германия. У них был национал-социализм, у нас был социализм плюс большевики, большевизм. И там был социализм в корне. И там были интересы человека в первую очередь, интересы трудящегося человека. Основным главным антагонистом этих моделей был капитализм. Куда больше между этими двумя моделями общего, чем разногласий. Основные разногласия были с капитализмом. И в итоге, после того, как эти два режима столкнулись между собой и получили огромные потери в человеческих жизнях и огромные разрушения зданий, сооружений, заводов, социальной инфраструктуры, в итоге получился капитализм в куда большем выигрыше, чем он мог бы даже себе представить. И мы, зная все это, в итоге празднуем эти события. Мы празднуем победу. Мне кажется, что это день скорби, день печали, день поминания, день вспоминания, день, может быть, сожаления, день боли в основном, а не день радости. Радоваться можно в день труда, например, 1 мая, или радоваться в 7 ноября. Нам сейчас это 7 ноября далеко от нас, мы уже в мире капитализма живем, и капиталисты нас окружают, и, конечно, нам нечего радоваться, они не позволят нам радоваться победе коммунизма или социализма. Но День Победы это, конечно... Многие пишут в комментариях, что, мол, чего ты за этот Советский Союз, чего тебе этот социализм так нравится, что в нем хорошего, учитывая те ужасные последствия, которые мы помним по историческому анализу, последствия сталинского режима, когда много людей было репрессировано, много людей было в лагерях и так далее. Я думаю, что если бы мы сейчас представим себе существующую сегодняшнюю Россию, существующую город Москва, например, и мы возьмем и попытаемся построить здесь общество справедливости, забрав у тех людей, которые владеют капиталами, в основном незаконно или полузаконно приобретенными в 90-е годы, и разделим эти капиталы между всеми трудящимися города Москвы или всей России. И скажем, теперь мы будем жить по справедливости. Теперь ты не можешь больше владеть горнодобывающим предприятием, которое ты за $100 000 купил в 93 году, и сидеть при этом в Монако. И вместе со всей семьей из 15 детей и 4 женами. А мы тебе из этого горнообогатительного комбината будем посылать миллионы долларов ежемесячно. Больше этого не будет. Мы закончили с этим. Комбинат мы забираем у тебя. Он теперь собственность государства. А ты будешь на нем работать прорабом, если хочешь. Можешь начальником цеха. Можешь даже директором за директорскую зарплату. Но это куда меньше, чем те миллионы или миллиарды, которые ты сейчас получаешь. Как вы думаете, какая будет реакция у этого человека? Как вы думаете, что он сделает? Он согласится? Он успокоится? Он скажет, да, действительно, звучит логично. Почему бы и нет? Новое общество, справедливое. Я отказываюсь от своих миллионов, от дома в Монако, отказываюсь от своих 15 детей, которых я содержу, и 28 внуков. Теперь я замдиректора завода за зарплату $6 000. Конечно, нет. Он возьмет в руки оружие. И причем он возьмет в руки не обязательно оружие, которое стреляет, а возьмет в руки идеологическое оружие. Он никогда не простит нам то, что мы сделали.
Он никогда не будет с нами за советскую власть. Он никогда не будет, даже если он устроится на работу в это предприятие, он всегда будет помнить, что он потерял. Он всегда будет врагом. И с этими врагами и боролись большевики. И боролись, но это тяжелая борьба, безусловно, это борьба кровавая. Безусловно, она не может пройти без репрессий, без таких конфликтов, которые даже не на поле боя решаются. Сначала эти люди взяли в руки оружие, началась гражданская война. Колчак, Деникин и все остальные повели этих людей или за деньги этих людей стали организовывать войска и бороться с большевиками, чтобы отнять обратно эти предприятия, забрать обратно горно-обогатительный комбинат. Но он был мой, а вы у меня его забрали. Как это он людям принадлежит? Каким еще людям? Вот этим рабам? Не надо им его отдавать. Это мой комбинат. Они на нем работают, да, на меня, да. Но это не значит, что он мой, что он их. Он мой. Он, конечно, возмущен. Они пошли сначала с оружием в руках. Большевики победили их в гражданской войне, выгнали их в большинстве случаев. И что, они, думаете, успокоились? Они сказали, ну да, действительно, нас победили, черт с ним, с этим комбинатом, буду я сидеть вот в Париже и стихи писать. Конечно, нет. Они продолжали борьбу с режимом, они продолжали борьбу с советской властью. И даже если не с оружием в руках, то внутри государства. Постоянно будучи несогласным с тем, что происходит. Постоянно капая на мозги тем, кто внутри государства остался. Постоянно подстрекая их то к одному, то к другому. Постоянно мешая. И, конечно, этих людей было очень много. Это же не какие-то очаги, это не несколько групп террористических, которые ты можешь подавить и закончить. Это сотни тысяч людей лишились своих бесплатных источников для существования, где можно ничего не делать и получать деньги. И таких людей сейчас по стране очень много. Сколько людей живет не трудясь? Сотни тысяч людей в России живут на нетрудовые доходы. Он ничего не делает, каждый день не ходит на работу, он не занимается созидательным трудом. Но при этом деньги к нему поступают. То ли он сдает в аренду какие-то помещения, то ли у него какие-то бизнесы, в которых он какой-то инвестор, то ли он какой-то криптоинвестор, то ли он просто на бабки на наследство живет. Очень много. Мало трудящихся и много нахлебников, много тех, кто сидят на нашей шее. И при любом таком перевороте социальном мы получим армию, сопротивляющуюся с новым режимом. И обвинять и говорить, что виноват, мол, в этих репрессиях конкретно НКВД и люди, которые, значит, злодеи хотели мучить людей, это не в этом причина. А причина в том, что этот конфликт социальный, он был создан. И в его создании давайте смотреть, кого нужно винить, от чего он пришел. Так же, как и сейчас. Почему у нас сейчас такой социальный конфликт? Почему у нас огромное количество людей тунеядцы? Этот конфликт, он не уходит. И, возможно, его как-то будем решать в перспективе, но пока непонятно. О тунеядцах. Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганского ОПГ. Почему новость меня заинтересовала? Сейчас 2025 год. Таганское ОПГ это какой-нибудь 1995 год. Ну, я утрирую, но это 30 лет назад. Почему они достали этих пенсионеров из ниоткуда именно сейчас? Где были эти следователи 10 лет назад, которые нашли этих преступников? Где они были 20 лет назад? И где они были 30 лет назад? В 95 году. Почему эти следователи не ловили эту Таганскую ОПГ 30 лет назад? Я вам скажу почему. Потому что 30 лет назад и следователи, и Таганская ОПГ это были одни и те же люди. Потому что то, что тогда происходило, это были тогдашние правила игры. В то время нам дали правила игры в 90-е годы, по которым ОПГ это было так же нормально, как сейчас стартап. Никого не удивляло, что твой условно друг является членом ОПГ. Это была как одна из форм предпринимательской деятельности. Потом оценка поменялась, общество перевернулось, пришли новые времена, и стали мы понимать, что ОПГ это на самом деле преступники, и за это нужно сажать в тюрьму. Но это как дать людям возможность играть в регби
а потом одного из них выдернуть через пару лет и сказать, так это же футбол был, там нельзя было руками мяч брать. А он скажет, как футбол? Мы же все в регби играли, все брали мяч рукой, мы все на поле дрались, мы не только ногами забивали мяч. Он скажет, нет, 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 ты неправильно понял, это был футбол, поэтому ты нарушал правила. Так он скажет, все нарушали. А мы ему скажем, ну все, ты на всех не смотри. У нас есть закон, можно только играть ногами, поэтому мы тебя дисквалифицируем. Также эти люди. Я думаю, что этих людей, которых поймали, я ни в коем случае их не оправдываю. Я представляю себе, что такое ОПГ. Я понимаю, что они убивали людей. Но меня не то что удивляет, а меня возмущает то, что сейчас мы судим только единицы из того времени. Давайте тогда судить следователей. Давайте судить судей того времени, давайте судить политиков того времени, давайте судить людей, давайте Ельцина судить в конце концов, который организовал эту всю историю, который все это крышевал, который брал взятки с этих ОПГ миллионами долларов, как рассказывают нам в массе разных фильмов, расследований, которые вышли через 30 лет после случившегося. Давайте всю историю тогда открывать. А получается, что мы наказываем концовку, мы наказываем людей, которые просто пожимают плечами, я думаю, они сейчас, и говорят, ребята, все этим занимались. Послушайте выступление Березовского в суде в Лондоне, где они с Абрамовичем делили капитал. Он же там рассказал все, Березовский, о том, кто кого крышевал, кто в каких ОПГ участвовал, кто кому носил деньги, в каких чемоданах. Это же все происходило с ведома того времени администрации и президента, и всех политиков. Все это было под контролем, все это было известно. Но мы достали одного этого бандита мелкого из Таганского ОПГ, который сейчас просто смотрит на все и думает, ребята, я-то здесь при чем? Вы же все это делали. Вы меня поймали. Да, я, может быть, нажал на курок несколько больше раз, чем вы. Но вы же мне дали правила игры. Вы же сказали, как нужно жить. Вы сказали, ОПГ это нормально. Делаем, стройте ОПГ, занимайтесь этим. Мы занимались. А теперь нас, может быть, я только надеюсь, что, может быть, это только начало. Сначала мы начнем с ОПГ 90-х годов, а потом перейдем к тем людям, которые организовывали это все, кто крышевал это, кто находился над этими структурами криминальными, кто был автором, кто был куратором этих процессов. Может быть, для этого нам показывают эту историю. Может быть, для этого нам через 30 лет вытащили этих пенсионеров из ниоткуда и посадили их на 25 лет. Может быть, следующим шагом будет пересмотр наших позиций относительно Бориса Николаевича Ельцина. Может быть, к этому нас ведут. Очень на это надеюсь. Посоветуй, что посмотреть. Советую посмотреть сериал «Натали и Александр». Это о Александре Сергеевиче Пушкине и его жене. Причем только первый сезон вышел. Посмотрел его с удовольствием. Сериал качественно снят. И режиссура, и сценарий. Все понравилось. Но после этого сериала решил перечитать Пушкина. Точнее, прочитать. Я не скажу, что я внимательно его читал в школе. Нас, конечно, учили. Я что-то помню, но не внимательно. Я прочитал «Капитанскую дочку», буквально в течение последнего месяца, «Дубровский» и «Пиковая дама». Все проза. Потому что стихи я вроде бы читал, и Евгений Онегин не один раз читал. К ним у меня претензий нет. Но «Капитанская дочка». Я недоволен Александром Сергеевичем Пушкиным. Конечно, это звучит, наверное, звучит странно, но тем не менее. Я прочитал «Капитанскую дочку». Мне казалось, что это будет книга о восстании на Руси, о Пугачеве, о восстании Пугачева. Там про восстание полстраницы. Там буквально немного сказано о том, что это восстание было, 2 абзаца о причинах этого восстания, почему оно произошло, о политике очень мало. Всю книгу мы наблюдаем путь страданий молодого человека по его женщине. Причем, почему он полюбил женщину, мы не понимаем. Там просто некого было больше полюбить, судя по всему, потому что он жил в отдаленной местности, там была одна единственная молодая девушка, как я понял, он в нее автоматически влюбился, она в него тоже автоматически влюбилась, потому что больше не в кого. И они всю дорогу, всю книгу занимаются обсуждением того, как им сблизиться,
а не отдалиться. Как он должен ее найти, как она должна его найти. Никакой истории о Пугачеве, никакого глубокого размышления о том, что привело к восстанию, что явилось причиной, что стало потом, как к этому отнеслись разные государственные деятели. Совершенно этого не было. Показалось, что книга достаточно простая. Мне показалось, что это такой просто как сценарий для несложного романа, где событие одно сменяет другое, и так для средней девчонки, которой нечем заняться, наверное, бы это зашло в те времена на почитать. Но ставить это, как в фильме это показано, что это, мол, важная книга о Пугачеве, и сам император поручил эту книгу написать, и это было очень важно. Что в итоге написал Пушкин, я так и не понял. Но фильм интересный. Советую посмотреть, а потом почитать Пушкина и сделать свои собственные выводы. Спасибо, Егор, было очень интересно. Ждем комментариев от наших подписчиков. Пока. Пока.